Джон Верли устроился рейнджером в австралийский заповедник больше года назад. Его работа с другими коллегами защищать животных от браконьеров и прочих злоумышленников, которых в последнее время появилось слишком много. Все из-за нехватки кадров, рейнджеров мало, они не справляются, их недостаточно, чтобы обеспечить полную безопасность абсолютно всем местным обитателям, не способным противостоять человеку с оружием. В итоге безопасность, точнее отсутствие опасности и потенциальную безнаказанность, почувствовали те, от кого Джон с коллегами должны защищать животных. Однажды он фотографировал местную флору и фауну для своего нового документального фильма, как вдруг сзади к нему мягкой поступью подошла львица. Джон обернулся и замер, не успев толком испугаться, кто знает, чего от нее ожидать. Львица, на удивление, не проявляла агрессии, более того, весь ее печальный вид словно кричал «Помоги мне, человек». Возможно, Джону так лишь показалось, ведь люди часто додумывают за других. Особенно за тех, кто не говорит по-человечески. Они стояли и смотрели друг на друга до тех пор, пока львица не развернулась и не двинулась в ту сторону, откуда появилась. После секундного замешательства заинтригованный Джон, несмотря на подсознательный страх где-то внутри, шепчущий остаться, направился за ней. Сейчас он больше доверял интуиции и профессиональному чутью, чем низменным инстинктам. Если бы она хотела навредить или собиралась напасть, она уже сделала бы это, если, конечно, львы не научились думать, строить хитрые планы и осознанно заманивать людей в ловушки. Джон издалека приметил нечто большое под деревьями, куда направлялась его спутница, но что это такое, он понял, только когда подошел ближе. Это был лев некогда гордый, сильный и величественный альфа-самец Прайда. Сейчас он выглядел максимально жалким и больным, бедняга лежал без сил, а его живот. С его животом явно было что-то странное. Такого неестественного вздутия Джон никогда раньше не видел. Оставить бедного льва лежать под деревьями и страдать Джон не мог, он слишком любил животных. Он позвонил начальнику и коллегам, и те полностью поддержали решение помочь страдальцу. Вскоре другие рейнджеры подъехали к Джону. Теперь это была общая проблема. Никто не знал, что делать с недугом льва, никто из присутствующих, как и Джон, никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. Наконец мужчины позвонили ветеринару и описали всю ситуацию. Ветеринар, Джессика Аллан, удивилась и попросила рейнджеров, во-первых, не провоцировать льва, не подходить к нему слишком близко и не трогать его. Он мог принять любые попытки помочь за агрессию и ответить взаимностью, чтобы защититься. Во-вторых, от рейнджеров требовалось усыпить его и после этого осмотреть более тщательно, она должна знать, где конкретно у льва проблемы, чтобы сказать, как ему помочь. Джон первый нашел льва и чувствовал ответственность за него, поэтому сам вызвался выполнить последнюю просьбу доктора. Сложилось все удачно, и Джон действовал аккуратно, и лев подпустил его ближе и не противился, вскоре он заснул. Рейнджеры осторожно ощупали живот и сообщили ветеринару, в каком именно месте у льва вздутие. Они сразу почувствовали изменения в голосе Джессики, она нервно сообщила, что, если они не ошиблись, то чтобы не находилось в желудке, оно не могло попасть туда естественным путем, и это нужно срочно доставать. Требовалась операция. Недолго думая, Джессика позвонила в полицию и сорвалась спасать львиную жизнь. Она понятия не имела, где находится усатый пациент, окруженный людьми, и как их всех найти, плюс она плохо ориентировалась в местной саванне и боялась заблудиться. Однако в штаб-квартире рейнджеров точно должны были знать, где их коллеги, поэтому первым делом Джессика поехала туда. Действительно, один из сотрудников пообещал подготовить подробный план проезда по саванне на внедорожнике. Это сложно, особенно неподготовленному человеку, но вполне реально. Шло время, Джессику ждал путь длиной около 4 часов, и у рейнджеров появилась проблема. Действие успокоительного закончилось, и их новый знакомый, оценив по пробуждении ситуацию, вознамерился уйти прочь от людей обратно в саванну, все равно от них никакой помощи. В команде начались разногласия. Одни утверждали, что неразумно тратить столько времени и сил на одного умирающего льва, в то время как другим животным, и, возможно, людям тоже может понадобиться помощь. Это естественный отбор, пусть парень идет на все 4 стороны. На замену старому альфа-самцу всегда найдется новый, более молодой, здоровый и сильный. Другие же, среди которых был Джон, не могли позволить погибнуть даже одному единственному животному, пока оставался хоть малейший шанс спасти его. К счастью для льва, количество желающих помочь перевесило, поэтому никто не отпустил его умирать подальше от людских глаз. Оставалась другая проблема, закончились транквилизаторы. Все малочисленные рейнджерские запасы ушли на первое усыпление успокоительного, потребовалось больше обычного из-за серьезных размеров льва. Джессика прихватила транквилизаторы с собой, но как ее дождаться? Как задержать зверя на месте? Ему же не объяснишь ситуацию, не заставишь потерпеть часок-другой. Какое-то время рейнджеры загораживали джипами все пути к отступлению.
Полностью окружить животное они не могли, оставались дырки, но передвигаться снова и снова в ту сторону, куда собирался лев, вполне. Конечно, это не могло продолжаться вечно, рано или поздно зверь, не понимающий, почему ему не дают вернуться домой, разозлится. Да, он слаб, но даже в таком состоянии он, тем более поддерживаемый страхом, болью и яростью, сильнее и больше человека. Уж как минимум с одним точно справится, если доберется, и этого будет достаточно, чтобы освободить путь. В какой-то момент лев утомился бороться с ветряными мельницами, куда бы он ни шел, везде его ждала неудача. Он наверняка чувствовал себя еще более беспомощным и уязвимым, чем из-за проблемы в животе, но слаженность команды рейнджеров, в работу активно включились даже те, кто голосовал против спасения, не давала ему ни шанса на свободу, и вот он снова прилег под деревьями. Показался внедорожник Джессики. Лев к тому времени немного отдохнул и еще сильнее озлобился на мешающих людей. Возможно, новую машину он принял за очередную опасность, поэтому тут же вскочил и накинулся на ближайший джип. Многие рейнджеры, годами работая в саванне, так или иначе сталкивались с нападениями львов, и они явно не хотели повторения, зная, насколько это серьезно и чем может обернуться. Кто-то не выдержал и отъехал назад, размыкая тем самым нестабильный круг вокруг льва. Лев медлил, как будто не верил своему счастью. Его замешательством и воспользовалась подоспевшая Джессика. Она выбралась из машины, вооруженная шприцем, и осторожно подошла к будущему пациенту сзади. Как она рисковала? В отличие от рейнджеров, спрятанных в джипах, она была абсолютно беззащитна, и если бы льву вздумалось на нее напасть. Но лев не напал. Джессика воткнула в нижнюю заднюю часть хищника шприц с успокоительным, а через несколько минут, когда вновь ослабевший лев привалился на землю, увеличила дозу. Зверю таких размеров требовалось намного больше транквилизатора. Спустя несколько минут лев крепко спал, первая часть плана была исполнена. Оставалось самое сложное и опасное. Проводить операцию в саванне дело непростое. Недостаточно нужных инструментов, нет ассистентов, которые разбираются в ветеринарных вопросах, и стерильной чистоты вокруг в общем, условия не очень. Но когда на кону чья-то жизнь, то другого выбора нет. Основные инструменты для операции Джессика прихватила с собой в огромном чемодане, а рейнджеры, пусть и не разбирались в медицинских тонкостях, были готовы помогать. Теперь абсолютно каждый чувствовал определенную ответственность за льва и переживал за него. Они перенесли льва на самодельный операционный стол, повернули в нужную позу, и Джессика принялась работать. Ее действия были профессиональными, она резала точно, осторожно и быстро. Вскоре все увидели, что внутри льва был не переваренный кусок мяса. Да не обычный, а с сюрпризом с аккуратным блестящим микрочипом. Подъехала полиция. Очень вовремя, потому что Джон вспомнил, как недавно поймал парочку подозрительных субъектов и забрал у них не менее странное устройство, которое по сей день возил с собой в джипе. Джон не знал, что это за прибор, зато полицейские, как оказалось, уже сталкивались с чем-то подобным. Около месяца назад они арестовали человека, у которого было похожее устройство. Все эти приборы и микрочипы, как пояснили копы, созданы, чтобы следить за зверьми, не привлекая лишнего внимания со стороны рейнджеров, полицейских и других служителей закона. Браконьеры скармливали львам и прочим интересным для их грязных дел животным мясо с сюрпризом, после чего всегда знали, где их подопечные, и могли подобраться к ним в любой удобный момент, когда рядом не было патрулей за защитников. Время пролетело незаметно. Когда Джон закончил разговаривать с полицией, Джессика успела зашить рану, а сам лев немного прийти в себя. Он выглядел растерянным, все еще слабым, но от него не исходило ни враждебности, ни агрессии. То ли не было сил на любые проявления злости, то ли он наконец почувствовал, что все с ним будет в порядке. Вскоре лев поднялся на лапы и, медленно оглядевшись, неспешно двинулся прочь. На сей раз его никто не останавливал, ни транквилизаторы, ни люди, ни джипы. Сначала его походка была неторопливой, вялой и слегка потерянной, но чем дальше он отходил, тем увереннее передвигался. Джону даже показалось, что где-то далеко впереди его встречала львица, возможно, та самая, которая рискнула привести сюда человека и потом таинственным образом исчезла. В любом случае, там, в саванне, настоящий дом этого льва, его стихия, там он окончательно придет в норму и наверняка проживет еще очень-очень долго, ведь сегодня он доказал, какой он боец. Джон и Джессика переглянулись. Все присутствующие чувствовали себя спасителями, но именно эти двое проявили себя героями смелыми, решительными, готовыми рискнуть. Без их вмешательства в судьбу льва его жизнь оборвалась бы со дня на день. Не из-за вздутия и куска мяса, так из-за браконьеров, которые выследили бы всю стаю по микрочипу. Джессика попросила Джона понаблюдать за львом, как любой хороший доктор, она переживала за своих пациентов. Но Джона не надо было просить, он и сам не собирался прощаться со своими дикими друзьями. Негодяев, скармливающих животным микрочипы, вскоре поймали. Через них вышли на еще более крупную преступную сеть браконьеров, повязали их.
И пусть в мире осталось немало злоумышленников, готовых навредить животным, приятно знать, что хотя бы одну группировку изловили, а значит, десятки, сотни зверей останутся на свободе живые и невредимые. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.